У нее истерика. Почему же? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, мои хорошие, вы у меня сегодня выпали в очередной раз сигнификации императорами. То есть, о чем это говорит? Что вы мужчина сильный, выносливый, причем сильный и физически, и морально. То есть, как бы вас не напрягала жизнь, как бы не напрягали люди, обстоятельства, вы все равно все достойно выносите, все тяготы жизни. Я вам скажу, что много чего, то, что происходит в вашей жизни, это предначертано. Это написано, ну, если хотите, в книге судеб, да, вот если кто-то верит, не верит, неважно, но это есть. Вы человек, опять-таки, семейный. Я уже даже привыкла, что у нас практически каждый расклад выпадает, что вы человек, для которого семья нужна, просто жизненно необходима и важна. Для вас важны какие-то семейные ценности, семейные традиции. Вы почитаете как старшее поколение в вашем роду, в вашей семье, да, и точно так же уважительно вы относитесь даже к родственникам, которые, ну, не самые близкие. Допустим, двоюродные там сестры, братья, троюродные, кузены, кузины, ну, в общем, все вот эти вот поколения, все родственники для вас вот как-то одинаково близки. У вас нет такого, что этот мне ближе, этот лучше, а эти, которые там двоюродные, троюродные, это уже, ну так, седьмая вода на киселе. Нет, это не про вас. Ко всем относитесь искренне, ко всем относитесь душевно, ко всем относитесь и даже, я бы сказала, что не только к родственникам, относитесь так и вообще к людям вокруг. Вы не можете как-то вот разделять, что к начальству нужно относиться хорошо, а к уборщице или к дворнику, ну это так, типа второсортные люди. Нет, это точно не про вас. Вы человек, который ужасно не любит конфликты. Если даже случаются такие ситуации, а ну без этого ну никуда, да, у каждого из нас периодически бывают какие-то конфликтные ситуации и какие-то споры, трения, да, потому что, опять-таки, социум, ну, без этого невозможен, все люди разные. Поэтому, если и случаются какие-то более-менее такие даже терки, даже если это конфликтом не назовешь, вы стараетесь от этого уходить, потому что конфликт это не для вас. Вы можете даже потом ночами не спать, вот переживать, да, потому что слишком близко все берете к сердцу, несмотря на то, что вы, казалось бы, сильный император, да. Многие из вас верят в судьбу, и как-то вот вы полагаетесь все-таки, что когда бывают у вас какие-то жизненные проблемы, вы все-таки полагаетесь, что там свыше вас вознаградят, возможно, за какие-то переживания, за проблемы, да. Вы и сами, в общем-то, в это верите, и вы считаете, что ну, вы заслуживаете быть счастливыми. Вы считаете, что вы заслуживаете иметь и достаток, и иметь хорошую женщину, потому что вы сами человек чистый и искренний. Давайте сделаем маленькую сигнификацию как раз. Напишите, ребят, вот как вы считаете, вы достойны, да, как любой человек, вы считаете, что вы достойны всего самого лучшего, что вы достойны и хорошей женщины, и, может быть, каких-то материальных благ, да? В конце концов, вы же не где-то там ниже плинтуса опустились, да, вы не под забором, простите, лежите, а вы все достойные люди. Вот напишите обязательно, как вы считаете. Так, еще что мне поведают о вас. Так, ну, смотрите, мои хорошие, мне показано в очередной раз, что
в общем-то, работы вы не боитесь. Хоть вы императоры, но император это может быть скорее, это ваша суть, да, это ваше такое внутреннее мироощущение, как вас ощущают другие люди. Но тем не менее, среди вас есть те, кто довольно сложно зарабатывает деньги, у кого, ну, вот эта вот каждая копеечка, она порой дается очень тяжелым трудом, который вас очень сильно выматывает. Кого-то морально, кого-то физически, кого-то, может быть, два в одном. Но возле вас есть человек, который очень классно, очень трепетно к вам относится. У кого-то это может быть такой очень суперский такой друг-коллега, да, с которым вы вроде бы и работаете, а вроде бы так и дружите. У кого-то это может проиграться в семье, кто-то может быть из родственников, такой близкий человек, который ваша такая, простите, хриплю еще, ваша такая, ну, надежда, опора, да. Этот человечек вот как-то, он всегда появляется в тот момент, ну, не то чтобы появляется, он всегда как будто вот чувствует, когда вам плохо, когда нужна помощь, и всегда готов поддержать. И неважно, на работе он, у кого как срезонирует, да, либо же в семье, может быть, вы где-то еще пересекаетесь, не обязательно, что вы работаете, поэтому общий расклад. Но то, что у вас есть один такой человек, у кого-то, может быть, даже не один проиграется, это очень здорово, потому что далеко не у всех есть такие люди, которые не позволят вам грустить. Я бы сказала, что у большинства из вас сердечко свободно, у некоторых я вижу, да, есть какие-то такие легкие амурные дела, но это скорее больше на романы похоже, либо же это может быть еще начало отношений. Ну, то есть сказать, что вот вы безумно влюблены, ну, на сегодняшний день я не могу. Напишите, ребят, как обстоят дела с вашими амурными делами на самом деле сегодня. Вот влюблены вы или нет? Давайте-ка сделаем еще один такой маленький опрос. И давайте как раз будем смотреть, почему же истерика у нее и вообще, кто такая она. Давайте смотреть, что же это за женщина. Это женщина, которую вы безумно любили. Возможно, даже еще сейчас любите. Сейчас будем разбираться, с которой у вас были либо длительные стабильные отношения, у кого-то, может быть, семья проиграется. Ну, то есть когда-то с этой дамой вам было хорошо. Здесь казалось раз и навсегда, здесь казалось бы, что, ну, вы поймали Бога за бороду, как говорят, да, что вы считали, что это самая лучшая женщина в мире на тот момент. Вы считали, что лучше ее нет и быть не может. Это женщина, которая моложе вас, это женщина такая, она женщина-праздник. Вот с ней классно веселиться, тусоваться. И даже если вот кто вы жили в отношениях с такой женщиной, вы, возможно, не сразу на это поняли, что она не создана для семьи. Вот она именно какая-то тусовщица. Почему-то постоянно мне это слово вот крутится на языке. Она неплохая любовница, она неплохо следит за собой, но не семейная, она какая-то несерьезная. Вот у нее постоянно какие-то гулянки, пьянки, шуры-муры, у нее могут быть постоянно подружки, у нее могут быть какие-то посиделки, и, возможно, даже вот на тот момент, когда вы были с ней вместе, у вас из-за этого были конфликты, что вы говорили, да елки-палки, да когда же ты внимание там мне уделишь, либо же детям будешь уделять внимание. Она постоянно где-то. Она такая, знаете, она любит свободу. Она-то, допустим, вот была с вами, хоть в браке, хоть в гражданском браке, неважно. Она-то была с вами в отношениях, но ей хотелось постоянно глотка чистой воды, глотка свежести. Ну, то есть она такая, как ветер в поле, ей нужно куда-то мчаться, куда-то лететь. Она такая непоседа. Она постепенно вас разочаровывала, эта женщина. И вы уже как-то даже не обращали особого внимания на то, что она там, может быть, внешне хорошая, на то, что она там любовница неплохая.
на какие-то другие ее достоинства, когда вот основное то, что она постоянно где угодно, с кем угодно, но как-то вот она ну, не дома, она не домашняя. Даже у кого дети вот были с ней, ну, вернее, есть, да, вот как-то даже дети ее не могут удержать. Но если человек такой ветреный, то ветреный. Здесь у многих может проиграться, что из-за измены как раз вы с ней и разошлись. Она постоянно ищет приключений. Она постоянно, ну как будто в таком, знаете, в активном поиске. Только вот что ищет, кого ищет, она сама не знает. Я вам скажу, что она такая будет всегда. Она никогда не повзрослеет, она никогда не станет серьезной домашней. И я думаю, многие из вас уже это чувствуют и понимают. Есть такое разочарование от этой женщины. Очень сильный осадок, обида, потому что вы-то рассчитывали на серьезные отношения, там, на семью, да, жить долго и счастливо, и умереть в один день, вот как в сказке, да. Но постепенно вы поняли, что нет, с этой женщиной это не прокатит. Не прокатит. Это поначалу вот она как будто маску носила, вот такая вся любящая, такая вся сюси-пуси, такая вся распрекрасная. Но потом она начала просто как будто задыхаться в отношениях. Ну и, конечно же, приключения закончились, чем закончились. Вы об этом знаете. Почему же у нее сейчас истерика? Давайте-ка разбираться. Знаете, она в своей жизни слишком много врет. Она врала, она врет, она будет врать. И она завралась до такой степени, что как-то от нее начали отлетать люди. Сначала начали отходить друзья-приятели, может быть. Потом начали как-то вот ее вот эти вот любовники, да, вот отходить от нее. И она начинает понимать, что еще немножечко, и она останется одна. Она останется совсем одна, никому не нужной. Поэтому она начала сомневаться вообще. Может быть, она что-то не так делает. Ей хочется наконец-то остепениться. Вот смотрите, парадокс какой. Но она не может, потому что она понимает, что придет очередной мужчина, и она будет врать. Вот очень четко, кто разбирается в Таро, знаю, да, что семерка мечей это всегда, это вранье, это лицемерие, это неискренность. И она это понимает, что с одной стороны, вот ей бы хотелось остепениться, что уже вроде бы нагулялась, да, вот вроде бы хочу, но это на уровне хотения, это на уровне желания какого-то. Но в то же время она понимает, что без вранья она не может, она просто задохнется в очередных отношениях. Она понимает, что она без вранья не может. Она понимает, что какой бы мужчина ни приходил в ее жизнь, он будет временный. Поэтому как-то вот мужчины начали ее раскусывать, что ли. Мужчины начали от нее отдаляться, и у многих из вас проиграется, что, ну, вернее, у вашей бывшей женщины, да, проиграется, что она сейчас вот даже может пребывать вообще в одиночестве. У нее даже любовника банального нет. Смотрите, вы можете, допустим, кто-то мне написать, я даже уверена, что можете сказать, да, она живет с каким-то мужчиной, да, и у нее все шикардосно. Давайте посмотрим этот вариант. Смотрите, если у кого проигрывается, поскольку это общий расклад, такую карту я шикарную вытащила, но здесь даже не нужно быть тарологом. Если у нее есть мужчина, здесь исключительно деньги и постель. И посмотрите, что носит на голове этот мужчина. То есть, ребят, если у кого проигрывается, да, поскольку общий расклад, я еще раз повторяю вам, чтобы было понятно. Если вы знаете, что она на сегодняшний день там замужем, либо же живет с кем-то, вот посмотрите, какой красивый олень, ее мужчина. То есть, в принципе, это можно ту информацию, которую только что я рассказала, просто немножечко перевернуть. Она как наставляла рога, так и будет наставлять. Как она врала, так она и будет врать. Поэтому
Здесь вот если она живет с кем-то, то здесь исключительно стоят финансовые какие-то материальные вопросы. Ну и, конечно же, этот мужчина, да, он может ей отстегивать денежки, он может ее содержать, а она в ответ вот такие красивые, большие, ветвистые ему наставляет. Поэтому подумайте хорошенько, кто еще, допустим, сохнет по бывшей. Подумайте, что бы вас ждала за жизнь, если бы вы и дальше с ней жили. Почему у нее истерика? Смотрите, истерика заключается в том, как я уже сказала, что от нее отдаляются люди. По поводу женатиков давайте посмотрим. Ну, женатиков это в смысле те, которые я только что говорила. Если она, допустим, ну как бы замужем, либо живет с кем-то, мы и тот вариант, и тот посмотрим, да? То есть если она у вас холостая, вы знаете, она остается одна. Те, которые вот большие ветвистые носят и живут с вашей бывшей, они тоже прозреют, либо уже прозрели эти мужчины, которые, может быть, живут, либо же женились на ней. Они прекрасно понимают, вот что по карте дурака, что она несерьезная. Они прекратят постепенно финансировать ее, постепенно давать деньги. Здесь начнутся свои проблемы. Она переживает, опять же, вот ваша бывшая, что она останется без денег. Это ее такой еще основной страх. И неважно, замужем она, холостячка она, у кого как проиграется, но все они любят деньги. Ужасно переживает, что ей не хватит денег даже вот банально на себя любимую, на какие-то гулянки, пусть с подружками, на какие-то там, я не знаю, косметики, еще какие-то ее хотелки, да, поэтому вот у нее такое предистерическое какое-то состояние. Что делать, куда бежать? Почему люди от нее как горох о стену отлетают? Почему? Что она делает не так? Здесь может быть и немного проводиться такая работа над ошибками, но она не понимает, что в ней, именно в ней скрыта основная причина в ее вранье, в ее отношении. Она пытается вроде бы сделать эту работу над ошибками, но она не может никак до конца признать, что стопроцентная виновница она. Поэтому здесь могут даже проигрываться у кого-то из вашей бывшей такие, знаете, ну, расстроенные чувства. Я не скажу, что она в депрессии, но она очень близка к ней. Очень переживает вот именно деньги, деньги, деньги. Еще о чем она переживает. Да, она, понимаете как? Она мечтает, чтобы наконец-то в ее жизни появился мужчина, который будет любить ее. И который будет кружить ее, как только ей не захочется. И особенно в финансовом плане. Пока я не вижу таких мужчин. Скорее, они появляются и исчезают, но появляются все реже и реже. Вот как будто у нее энергетика поменялась. У меня такое ощущение, что она вообще источает в последнее время такую энергетику, что мужчины чувствуют вот ее зависимость от денег, от материального. Причем, знаете, вот у нее были такие моменты, когда ее мужчины как бы проверяли, что ли. Вот попадались, причем не один мужчина, который проверял ее на корыстность. И она эту проверку не проходила. Да, ее могли попользовать, да, она выставилась, ну так, на посмешище. И больше ничего она не добилась, вот ни своей внешностью, ни своими там какими-то суперспособностями, может быть, в постели. Не получается у нее закадрить хорошего такого достойного мужчину. Здесь на этой почве у нее могут начаться расстройства даже такие нервно-психологического характера. Я не скажу, что у нее прямо уедет крыша, но она станет более нервной, более злой какой-то, более отталкивающей. От нее и так начали уже как-то шарахаться окружающие, потому что она как-то себя порой неадекватно ведет. А здесь вот от того, что у нее ни везуха, ни пруха, спонсора нет, папика нет, даже у тех, которые вот ваши бывшие живут с мужчиной, и то там начнутся проблемы, все меньше ей будут денег давать, все больше будет конфликтов, и все больше она будет задумываться, а как она будет жить дальше, если ее пошлет этот ее, допустим, новый муж, понимаете?
Поэтому она близка к истерике, потому что, в общем-то, она сама за что боролась, на то и напоролась. Но, к сожалению, она этого не понимает. Такие люди обычно не признают свои ошибки. Такие люди очень редко кусают локти, потому что на голове корона, во лбу звезда горит, и виноваты, как правило, все вокруг, но только не она. Ну что ж, пусть немножко поистерит, ей это полезно. Может быть, хоть немножко ума наберется, хотя я очень сомневаюсь. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!